Ребята, всем привет! Третья серия про дерзкую пилотагу с четырехтактным двигателем. Чувствую, скоро этот самый двигатель мы уже будем на ней запускать. Ну а пока я подготовил поверхности под оклейку угольком. Весь фюзеляж решил закатать в углеткань. Чтобы излишне не пропитывать пенопласт, я вот здесь кое-где наложил скотч. И в этих местах пенопласт пропитываться эпоксидкой не будет и утяжеляться излишне не будет. Вот такая подготовочка. Сейчас будем закатывать углетканью. Начал с самого сложного места, откуда выходят тяги. То есть здесь получились такие своеобразные обтекатели. Технология изготовления была такая. Сначала приклеивал, немножко прижигал утюгом через алюминиевую прокладку, ждал, когда подсохнет. Ребром вот так вот ставил и ждал. Оно подсыхает и уже не изменяет свое положение. Потом с этой стороны. Потом обвернул на другую сторону и сделал с другой стороны то же самое. И немножечко подзафиксировал скотчем. Единственный косяк этой технологии, что после скотча, когда отрываешь, клей остается скотчевый. Крайне компактный фюзеляж получается. Хочу сюда вставить приемник. Вот я здесь в раздумьях. Может быть, сверху стеклотканью обтянуть. Она все-таки как бы радиопрозрачна. Уголек он электричество проводит. И мне кажется, он не такой радиопрозрачный, как стеклоткань. Ну, либо просто антенки вывести на улицу. Все-таки решил полностью карбонизировать фюзеляж. Буду делать китайским карбончиком. Киль уже обшил. Он уже в пленке. Черный впитывает свет. Даже не отражает практически ничего. В общем, как-то так, ребята. Развел 40 грамм эпоксидки. Надеюсь, хватит. Вот в таком режиме я ее обычно и размешиваю. Несколько раз по дну, по стенкам. Палку обчищаю. И еще раз. И так несколько минут. После такого размешивания обычно сопливых каких-то участков, недоразмешанных, не остается. Есть еще технология перелить сейчас в новую банку, взять новую палку и там доразмешать. Так тоже отлично получается. Может, даже это лучшая технология. Но так тратится на стенках, остается немножко эпоксидки. Очень миленько получилось. Думал, будет сложнее. Но удалось от работы получить удовольствие. Потому что довольно-таки простая форма оказалась. И очень легко прилип уголек одним цельным куском. То есть он принял вот эту вот сложную форму. Оставлю на застывание. Ну а сам займусь шасси. Измерил, какая должна быть высота шасси под максимально возможный диаметр винта, 380 мм. Сделал запас до земли, когда самолет во взлетном положении стоит, где-то сантиметра 3-4. И у меня получилось, что стойки шасси за минусом высоты колес должны быть 12 сантиметров. Вот на основе этих измерений сейчас сделаю шаблончик. Хочу сделать, чтобы они пошире были, такие вот пружинищие, классные шасси. Вот как-то так. Осталось наложить слои и сделать мега мощную рессору. Благо есть чем, есть суперматериалы. И негра, спектра и углепластик. А еще приклею на тяжеленькое основание, чтобы было удобно формовать, чтобы оно туда-сюда не бегало, не прыгало. Нарезаю необходимые компоненты. Для начала немножко спектры заложу вовнутрь, чтобы она максимально крепко там держалась. Потому что она во много раз превосходит прочность эпоксидки.
И удержать ее очень сложно в композите. То есть оно может все просто растрескаться, а спектра не разрушится. Она в 15 раз, ребята, прочнее стали. Опять никто не поверит, как и в случае с 15-киловаттным двигателем. Но это так. Я не знаю, это при одном и том же весе, либо объеме. Ну, скорее всего, это при одном и том же весе. Все, естественно, можно побольше наложить, так как она легкая. И в итоге при одном и том же весе она станет прочнее стали в 15 раз. Вот такая беленькая штука. Ножницами, даже очень острыми. Вот это очень острые ножницы. Она не режется. Я резал вдоль. Именно по волокнам углеткани. Она вот здесь сплетена вперемешку с углетканью. Поперек ее разрезать очень сложно. Потому что поперек одна спектра идет. Ну, могу даже попробовать вам продемонстрировать, как это выглядит. Вот мы берем ножницы, очень острые. И пытаемся резать. Видите, она просто сминается. И все. Да, что-то там вроде... Да ничего там не происходит. Лезвием можно отрезать. Если плотно прижать, можно отрезать. Очень острым лезвием. Вот так. Когда-нибудь, может быть, сделаю обзорчик на эти материалы и подробненько расскажу вам, что к чему, что это вообще такое. Основную массу будет составлять уголек. Это будет наружный слой. Ну а внутрь буду закладывать чистые волокна. Вперемешку с энегрой и вот с таким угольком. Шасси, кстати, это, наверное, одно из самых лучших мест для проверки на прочность этих материалов. Здесь уже все спокойно режется, без всяких проблем. Вот такой еще имеется уголек в лентах. Это однонаправленный. Его я тоже буду прокладывать. Приправим еще небольшим количеством энегры. Этот материал мне тоже очень понравился. Он убирает хрупкость с карбона. Карбон становится просто мега какой-то неразрушаемый. Развел 50 грамм эпоксидки и поехали! Надеюсь, не слишком тонко получилось, а то будет чересчур сильно пружинить. Уже закрываю верхние слои. Обточил уже деталюху, но, как можете заметить, здесь еще одна заряжена. Не тут-то было, ребята. Сделал, но что-то мне не понравилось. Какая-то она не очень жесткая получилась. В общем, нужно было располагать волокна углеткани вот так, крест-накрест. Хотя бы на наружном слое. Потому что вот так она нормальная, пружинит и, ну, очень даже такая жесткенькая. А вот так, как-то мне не очень нравится. Хотя она тоже более-менее жесткая. Все-таки здесь толщина около 4 миллиметров. Здесь около 3 на концах. Уже примерял к самолету. Выглядит мега эпично. Сейчас сниму вот эту и мы посмотрим, насколько она жестче и жестче ли она вообще. Прессом делал площадку под крепеж к фюзеляжу. Оп. Есть контакт и скотч пошел. Ну да.
Это реально пожестче. Ну а так тоже так же гнется. Хотя я потолще старался сделать. Ну, в общем-то, такая технология, ребят. Весит это хозяйство 114 грамм, плюс колеса 227 грамм. И еще оськи будут. И еще болты крепления. В общем, 250 грамм будут весить шасси. Да, что-то опять я за лимиты веса выхожу. Такое ощущение. Не соблюдается у меня почему-то культура веса. Слишком я все такое мощное, дебелое делаю. Утешаю себя тем, что это тренировочный самолет. Так как летать я не умею. Как научусь летать, так буду делать чемпионские модели. Которые легкие и которые нельзя грубо сажать, они разваливаются. Ну вот, уже и оськи из титанчика приготовились на токарном станке. Ребята, я надеюсь, вы согласитесь, что дерзко выглядит. Уже можно ставить двигатель и рулить. Осталось приемник внедрить, все подключить. Далее, что еще? Капотик сделать, можно фонарик нарисовать. Вклеить руль высоты и руль направления, потому что они вот здесь пока что отдельно так лежат. У меня здесь петли какие-то непонятные вклеены. Не было других просто. Наверное, надо бы заменить их на нормальные петельки. Это просто кусок пластмассы, который изгинается. Можно заменить его на нормальные человеческие петли со штырем и со всеми делами, как здесь. Да, двигается проектик. Это меня очень радует. Итак, пилотага почти готова. Установил двигатель. Сделал заправочный штуцер. Вот он. Так. Ну и подключил поддув воздуха в бачок от глушителя. Двигатель, напоминаю, будет четырехтактный. 80. Это примерно 12 кубиков. Здесь есть клапана под крышкой. Не регулировал пока. Но вроде бы надо этим заниматься периодически. Шасси получились очень крепкие. Задняя стоечка тоже весьма и весьма прочная. Добавил даже еще одну петлю. Всего 4 петли стоит. Пузико у него желтенькое. Для пилотажки это очень важно. Когда я буду переворачивать его, делать всевозможные фигуры высшего пилотажа, будет видно, что он переворачивается, крутится, и будет видно, где у него низ, а где верх. Вот. Надеюсь, будет хорошо отличаться черное от желтого в небе. Не всегда это получается. Ну вот, надеюсь я. Заказал новый приемничек. Вот он уже пришел. По-прежнему использую аппаратуру FlySky. И такие приемники. Пока не подводила ни разу. Может, у меня такой экземпляр хороший. Но по дальности полета мне все нравится. Мы даже на 900 метров как-то в визуальном полете улетали. И все было нормально. Все отлично работало. Кому интересно посмотреть, что будет дальше, подписывайтесь на канал. Поддержите лайком. Всем пока, ребята. До новых встреч.